Ребята, всем салют. Помните Диму, да? Были у него, смотрели аквариумы раньше. Дима тут немножко расширился, у него появилось побольше аквариумов. Но так случилось, что надо было уезжать. И вот Дима приехал домой, пригласил меня, говорит, посмотри, что произошло. И сейчас посмотрим. Дима расскажет, как все это происходило, что происходило. И еще, ребята, в конце видео я покажу для начинающих светильник, который, ну, если вот вы не знаете, что вам поставить, чтобы освещало, да, вот я покажу в конце видео, что лучше поставить, чтобы и голову не морочить, и дешево и сердито, как говорится. Ну, поехали, ребят. Ну вот, ребятушки, его аквариумы Диманы. Я думаю, тут многое понятно без слов. Ну, все же попросим сейчас Диму озвучить. Это у тебя сотка, да, твой, то, что ты сам сказал? Да. Ну, видите, никого здесь нету. Естественно, тут мало кто мог выжить. Но вот Дима, который сейчас приехал, посмотрел и обалдел, что здесь произошло. Этот аквариум вообще высох, да, Дим? Да, совсем высох Это полностью. тут 15 литров, да? 15-литровый, да. Ты отключал все Ну оборудование? да, потом все подключалось. А сколько вы дней были, сколько ты поддерживал, ну, с начала вот этих всех мероприятий? Скажу, что поддержка была где-то месяца 2. Месяца Оно два. само работало, да. Вас уже не было? Но Нас оно уже здесь... не было, да, мы вот это бросили, уехали быстренько. С голой, как говорится. Ну да, понятное дело. Системой. При И каких событиях и что месяца сподвигло? 2 точно, наверное, может даже 3. А потом уже чуть-чуть притихло, ключи передали, зашли, выключили эту всю систему, чтобы возгорания каких-то не было. Ну да. По электрике что-нибудь посмотреть. Но в общем до такой степени оно все дошло. Ну а тем, кому передали ключи, они ж не соображают в аквариумистике, да? Аквариумистики не соображают, не смогли ничего спасать, сделать ничего не смогли. Но в общем отключили, вот так вот все произошло плачевненько. Да, тут, конечно, все, ребята, видите, все очень-очень печально. Вот так вот. А Дима, кстати, вот живет, ребят, там, где как раз было все очень горячо. Вот соседний, прям соседний район, ну, там его уже нету. Вот. Сами понимаете, каково здесь было, как здесь было опасно оставаться. Вот, ну, самое удивительное, тут полностью высох. Да, высох. А здесь просто Тут... доливали тогда еще. А, еще доливали, да? Да, тогда я попросил хотя бы воды долить. Они долили воду, ну, в общем, ничего не получилось. Да, и видишь, как интересно, там зеленью покрылся. Да, Здесь здесь нормально. просто у меня, наверное, больше было. У меня тут и сомики, цитрусы были. Поколение молодое было очень много. У меня здесь более он насыщенней был, чем здесь. Вот в этом кубе. Ты только здесь поставил, здесь да? и креветки были, как раз, Вася, твои. Ну, я тебе больше Да. скажу. Я приехал и привез тебе там презентов для того, чтобы ты запустил хотя бы хоть один кубик, для того, чтобы ты порадовался. А то, ребят, Дима говорит, я не знаю, продолжать, не продолжать. Ну, я так немножко ему собрал и растения, и рыбок, и креветок. Ну, чтобы, знаете, немножко приходил в себя уже обратно, чтобы он мог продолжить начатое. Потому что вот только аквариумы, только поставил, запустил, все, освещение поставил. Думал кайфовать, ну, немножко не пошло по плану все. Да, только все вот хорошо начиналось, и все как-то вот плачевно закончилось. Ну, будем надеяться, что дальше такого не будет. Только на хорошее, короче, надеемся. Будем надеяться на лучшее. А тут тоже, посмотрите, вообще зеленое стекло. Черное. Даже Ну, не даже... то, что зеленое, а черное. Да. В реальности, если посмотреть, да. она просто черная. Вот так вот. Да, вот такая она вот. Просто я
видите, разбираю, и оно как бы с отражением получается зеленое. Ну, камера так передает. Но тут еще интересно, тут живность живет. Постараюсь вам показать. Вот эти мошки внутри. Дима говорит, что какие-то непонятные тут насекомые заселились. Они там все это захватили, воздушное пространство. А водное пространство захватили личинки каких-то комаров. Ну, скорее всего, я так думаю. Ну, может, это чертики, конечно. Я пока еще не разглядывал. Это так на скорую руку Дима показал. Кто здесь? Вот. Они тут живут. Ну, жаль, конечно, никого в живых не осталось из обитателей. Поэтому... Я думаю, в такой воде просто они, ну, никак. Ни одна рыба любая даже. Ну да, да. Это как вот дым, газ, то же самое. Да, Огонь. ну, этот аквариум меня вообще удивил, что он вообще В этот высох. просто, да, он высох, и я уже не стал ничего просить, чтобы они в это даже воду вливали. Просто он высох, и все. Ну, я думаю, что вот этот кубик быстрее всего можно подготовить под обитателей. Поэтому у тебя сегодня задача есть, чем заниматься. Ну, конечно, попутно и те надо подготавливать. Видите, ребят, шланг Дима тут себе приобрел шланг, сделал на быстросъемах тоже, все как положено, пищевой шланг. Это какой диаметр тут? 18 шланг. И просто подключаете к душу. Давай, может, покажем, кто не понял, если, ну, впоследствии я покажу, у меня то же самое, быстросъем, ну, очень удобно пользоваться. А шланг это вообще крутизна, да, Лев? Да, очень удобно, очень комфортно. Раскинул по-быстрому, по квартире даже вот так раскинул, разложил, да. подключил, поменял, слил. Вообще. Слил, залил вообще без проблем. Не надо бегать с ведрами. Не надо совсем. Дима уже рассматривает, что я там привез. Это ему для старта. Потом уже, когда он все почистит, запустит аквариум, запустят обитатели, мы тогда уже посмотрим, что там из этого получилось. Ну и я же вам обещал же показать освещение для аквариума. Вот я Диме советовал, он приобрел и остался доволен, да? Дим? Да, я очень доволен этими лампами. Показать? Да, прожектора. Обычные прожекторы с выключателями. Ну, они простые, но не простые, эти с драйверами. И сейчас расскажу, как вообще их выбирать. Ну, чтоб лучше. Вот это Дима взял для кубиков, да? Или Да, именно для кубиков. Они вот идут вот так вот, он приделал провод с выключателем. Все, вот. Видите, сколько там диодиков. И под ним, ну вообще, во-первых, не надо вам заморачиваться. И как бы светит, под ним все растет, дешево и сердито. Ну, я не помню, ты говорил или нет насчет ценника, или ты уже тоже не помнишь? Не, я не помню, ну они чуть-чуть подороже, есть подешевле, есть подороже. Ну, это вот. Но мы тогда с тобой, драйвером. да, ты мне посоветовал их, Да. чтобы даже не мерцания не было. Да. Вот сейчас мы покажем вам. Хотел Сейчас. чуть. Тут просто надо физическую силу приложить, чтобы сложить эту ручку. Вот характеристики. Ну, опять же, это если вы там будете разгонять кубик в травничек. И есть у нас розетка, да, где-то включить. Да, есть. Вот сейчас Дима включит. И вы то же самое можете прийти на базар и попросить включить такой драйвер. Ну, наверняка у них есть какие-то образцы, которые уже подключены. И когда вы включили, сейчас вот, шмяк, направляете камеру, вот, и чтоб не было мерцания. Вот видите, я вовсю, как я не смотрю, а нету мерцания. Вот бывает, знаете, освещение такое мерцает при съемке. Вот когда наводишь телефон, оно такое мерцает. Сейчас мерцания нету. Знаешь, все четко. И для глаз это полезно.
И также для аквариума. Это тоже для растений и рыб полезно. Поэтому вот такой вот полезный совет, как модно сейчас говорить, лайфхак. Ну вот, пожалуйста, берите на вооружение, пользуйтесь. Очень хорошая лампа. Да, я Василий тоже, посоветовал мне тогда. я Я тоже приобрел и не попробовал. жалел, да. Кубики хорошо было. Вообще. Ну, будем надеяться, что ты в новых реанимируешь и покажешь потом. Да, будем надеяться на лучшее. Да, Все на лучшее. да, все на лучшее. Все будет добре. Да. Все, ребят. До новых Все. встреч. Всем Пока-пока. пока-пока.